Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой очень красивый, интересный ажурный джемпер, связанный необычными вертикальными полосочками. Визуально будет стройнить фигуру. Будет у нас составляться описание на 5 размеров с 46 по 56, но по 54 размер. Вот. Ну, там, в принципе, 56 как-то можно его тоже приспособить. Очень плотненько будет, наверное. Но там очень легко, девочки, прибавить петельки, поскольку у нас с двух сторон будет идти платочная вязка. Да? То есть там сколько петелек хотите, столько и делаете. С двух сторон симметрично. У нас будет два вида ажурных узоров использоваться. Вот этот, который елочка посередине, да, и вот эти с двух сторон симметричная косичка на 6 петельках в ажуре. Это очень элегантно и красиво смотрится. Но, в принципе, узоры несложные, очень даже, я бы так сказала, среднего уровня мастерства понадобится. Очень оригинальная моделечка. Советую вам ее связать на прохладный летний денечек или на весну. Вот на май, например, там, да, или на осенний, раннюю осень. В общем, идеальный вариант. Цвет, конечно, вы можете взять любой. Полухлопковую пряжу будем сегодня использовать. И, как всегда, в нашем мастер-классе мы будем начинать с самого начала. То есть с выбора пряжи. Мы выберем конкретную пряжу, спицы подберем. Мы свяжем с вами образец, определим конкретную плотность. И по конкретной нашей плотности будем делать расчеты. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. То есть эти все расчетные наши циферки, которые будем сегодня получать, они будут реальные. То есть вам не надо будет, девочки, самим пересчитывать, но если только длину. Да? То есть как бы, если вы возьмете ту же самую пряжу, те же спицы, что и я, то у вас получится джемпер по нужным размерам уже с нужными расчетами. В любом случае, видео мастер-класс довольно увлекательный, поскольку если вы впервые на моем канале и в первый раз еще смотрите мой мастер-класс экспресс, то вы поймете, что много интересного материала, особенно во второй части, вы найдете для себя в расчетной части, где мы с вами обсуждаем узор, как расположить, как петельки рассчитать, как сделать скос рукава, как рассчитать вырез горловины. То есть вот эти все интересные моменты, которые очень важны при вязании любого джемпера, любого топа, в общем, при вязании даже любого вязаного изделия, все эти нюансы, все эти расчеты, они необходимы. Необходимо знать, как их сделать, эти расчеты. Поэтому, мои хорошие, давайте начинаем с вами с выбора пряжи. Для вязания этого джемпера я выбрала пряжу Yarnat Jeans. 55% катон, хлопок и 45% полиакрил. 72 цвет. Спицы используем 3,5. Вот так выглядит образец нашего узора. Мы связали два разных узора, которые будут применяться в этом джемпере. И, в общем-то, это ажурная коса, очень оригинальная, да. И вот этот совсем простой правый рисунок, очень простой. Такая елочка у нас идет ажурная. Вот мне коса особенно очень нравится. Я бы вообще джемпер связала бы таким узорчиком. Прекрасно будет смотреться. Так. И, в общем-то, несложный узор, довольно-таки, особенно вот этот правый узорчик.
вообще вяжется, как бы даже без схемы можно уже там по логике вещей, да, да и здесь тоже. Вот эти красивые ажурные элементы, которые вокруг косы, они тоже из ряда в ряд повторяются, и, в общем-то, вы видите, да, очень тоже простой, в принципе, узор несложный, и в то же время очень заманчивый и красивый. Давайте сейчас посмотрим схемы этих узорчиков. Итак, у нас с вами будет две схемы, как я сказала. Схема 1 – это центральный мотив, который вы видели, да, в виде елочки. И схема 2 – это по бокам ажурная коса, в общем-то, вяжется вот по нижней схеме, по схеме 2. Условные обозначения довольно простые. Вот этот пустой квадратик – это лицевая петля, подковочка – это накид, вот такая галочка с цифрой 2 – это 2 вместе лицевой с наклоном вправо, и стрелочка вниз – это 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот этот знак обозначает перекрещивание 6 петель по 3 петли лицевые налево. Итак, дальше стрелочка вверх. Это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Вот и все условные обозначения. Теперь смотрим с вами выкройка. Вот у нас с вами такая будет выкройка. Приближаю вам. Можете, девочки, скрин сделать экрана, так же, как у схемы, собственно говоря. У нас будет сегодня использоваться, как я уже сказала, 5 размеров. Первый размер 46-48 с шириной спинки 52 сантиметра. Затем у нас будет идти размерчик 50-52 56,5 сантиметров, и третий размер 54 с шириной спинки 60,5 сантиметров. Так, ну и соответственно длину вы будете под себя, конечно же, корректировать. Рукав у нас тоже вот так выглядит, обычный рукавчик с окатом, да, то есть у нас классическая выкройка, ничего в ней нет необычного. Вяжется снизу вверх, все деталечки вяжутся отдельно, и затем мы соединяем их, сшиваем детали, да. По вырезу горловины на круговых спицах обвязываем. Платочная вязочка у нас идет планочка по низу изделия платочной вязкой, по вырезу горловины, по низу рукавчика, везде платочная вязочка используется. И в самом узоре тоже платочная вязка. И наше описание, которое мы с вами вместе будем составлять сегодня, я уже размерчики назвала. Общий расход пряжи на данную модельку у нас будет идти 450, где-то около 600 грамм на самый большой размер. Так, и вот эти все попетельные наши выкладки, которые вы здесь увидите, и вот эта последовательность узоров сегодня во второй половине видео будет у нас с вами очень хорошо освещаться. Я расскажу, схематично нарисую последовательность расположения узоров, да, и, в общем, посчитаем там с вами пройму, вырез горловины посчитаем, скос плеча посчитаем, у рукавчика тоже посчитаем скос по рукаву. Я расскажу, как его сформировать, где прибавочки делать. Ну и, собственно, останется у нас сшить все и собрать. Я буду вам советовать посмотреть мое видео по сборке джемпера похожего, такого классического кроя. Шов я буду использовать в своем, значит, видео «Назад иголка». Мне нравится этот шов тем, что, во-первых, он держит форму плеча, форму изделия, не дает ей вытянуться, да, и очень аккуратный получается шовчик, когда его переворачивать на лицо, да, то есть никаких у нас там, как говорят, соплей нет, все четко, чистенько и аккуратненько. Этим мне он нравится. И причем, в принципе, если навык есть у вас по сшиванию таким швом аккуратности, будете стараться сделать, он вообще будет похож чем-то на фабричный, да, такой же вот, знаете, фабричный шов открываешь, крючком еще можно так по крайним петлям тоже связывать детали. В принципе, тот же самый вариант получается, очень хороший, без дырок, очень эффектный. Посмотрите это видео.
Итак, ссылочку я оставлю под видео, так же, как и это описание будет под видео выложено. Итак, мои хорошие, давайте приступим с вами к вязанию образца. У нас сегодня будет участвовать в вязании сразу две схемы. Они, правда, очень простые довольно-таки, но все-таки их две. Поэтому будем вязать сразу две. Начинаем, но раппорты у них разные. Смотрите, 8 рядов у нас в высоту схемы 2 и у схемы 1 10 рядов в высоту. Мы с вами сейчас будем набирать 41 петлю. 18 петель это схема 2, 17 петель схема 1. Между ними я делаю 4 петли платочной вязки, 2 кромочные, и в сумме это 41 петля. Я уже, девочки, набрала. И начинаем с вами вязать схему 1 на 17 петельках. Она вяжется в ширину мотив. Первая кромочная, далее идут 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Вяжите этот элемент так, как привыкли. Дальше делаем накид, лицевая, изнаночная, опять лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Затем вяжем 4 лицевые, это будет петли платочной вязки. 1, 2, 3, 4. Платочная вязка и в лицевом, и в изнаночном ряду вяжется исключительно лицевыми петлями. Так, дальше мы вяжем схему номер 2 на 18 петельках. Начинаем. Первая у нас идет лицевая, затем делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, по центру 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее опять идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая. Кромочную вяжем изнаночной. Связали. Значит, все изнаночные ряды мы будем вязать, как смотрят петли. Не забываем про то, что по центру у нас идут с вами между двумя раппортами 4 петли платочной вязки. Я показывать этого не буду. Не забывайте, да, что первый у нас раппорт. Сейчас мы будем вязать схему в обратном направлении. То есть у нас раппорт 18 петель. Вяжем их, как смотрят петли. Затем у вас идут 4 лицевые петли платочной вязки. И затем идет 17 петель раппорта по схеме 1. Пожалуйста, не забудьте про вот эту платочную вязку по центру. Смотрите, 18 петель я связала во втором ряду изнаночных. И затем я связала 4 петли платочной вязки. Видите, по центру. И далее у меня идет схема 1. И я вяжу ее, как смотрят петли. Вот сейчас они меня смотрят изнаночными, да? Вот. Накиды вяжутся у нас везде изнаночными. И лишь по центру у нас вяжется одна лицевая, как она вот здесь идет по лицу изнаночной, да? И далее опять идут все петли изнаночные, в том числе и накиды. Так, замечательно. Связали второй ряд. Теперь у нас с вами идет третий ряд. И опять у нас схема 1 начинается, третьего ряда. Вяжем 4 лицевые первые идут. 1, 2, 3, 4.
Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я в первом ряду вам не показала, как я это делаю. Может быть, кому-то это будет интересно. Я вяжу бабушкины петельки и меняю петельки, когда вяжу, вот так. Значит, смотрите, у меня первая за работой, вторая поверх нее накидывается. И 2 вместе я вяжу одной лицевой. Затем делаем накид, 2 лицевые, изнаночная по центру. Опять идут 2 лицевые, накид. И теперь 2 вместе лицевой мы вяжем с наклоном влево. И далее 4 лицевые. Связали раппорт узора. По центру у нас идет 4 петли платочной вязки. Вяжем 1, 2, 3, 4 лицевые. Далее у нас идет схема номер 2 на 18 петлях. Ряд 3. Вяжем 2 лицевые, накид. По центру вяжем 3 вместе лицевой. Для этого смотрите, что делаю. Мы сейчас будем вязать 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, и первые, вторые петельки я меняю местами так, чтобы у меня первая была за работой, а вторая поверх нее накинулась. Вот, и после этого я провязываю все 3 вместе одной лицевой. Делаем еще раз накид, и теперь по центру вяжем лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых, девочки, у нас идут. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем делаем накид и снова 3 вместе лицевой с выделением центральной петли вяжем. Первые, вторые петельки меняем местами и вот так вяжем. 3 вместе лицевой одной. Делаем снова накид, 2 лицевые. Кромочную вяжем изнаночной. Переворачиваем наше вязание. 4-й ряд. Мы будем вязать точно так же, как вязали 2-й. Не забываем про платочную вязку 4 петли. Они у нас в изнаночном ряду вяжутся лицевыми петлями. Схема у нас будет читаться наоборот, да, то есть в изнаночном ряду вначале идет раппорт схемы 2 на 18 петлях, мы вяжем 18 изнаночных, да, затем 4 лицевые, это платочная вязка, и затем идет раппорт схемы 1. Как смотрят петли там вяжется. Вяжем 5-й ряд схемы 1. Итак, 3 лицевые первые идут, 1, 2, 3. Затем вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная. Затем опять 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 3 лицевые, 1, 2, 3. Связали раппорт схемы 1. 4 петли у нас идут платочной вязки. 1, 2, 3, 4 лицевые связали. И вяжем схему номер 2. 5-й ряд тоже. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем опять накид, 6 лицевых по центру. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая. Кромочную вяжем изнаночной. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли, не забываем про платочные 4 петли по центру. У нас с вами 7-й ряд, схема 1. Вяжем 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, изнаночная, снова 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые.
Связали схему 1. 4 петли у нас идут лицевые, это платочная вязка. Связали. Теперь схема номер 2, 7 ряд. Начинаем. 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Первая, вторая петельки меняю я местами, вторая у меня поверх первой, и вяжем 3 вместе лицевой. Затем делаем накид, лицевая. Сейчас будем перекрещивать с вами 6 петель лицевых налево. Для этого я все 6 петель снимаю на правую спицу. Вы можете использовать дополнительную спицу. Смотрите, первые 3 петли я переснимаю, видите, на левую спицу. Следующие 3, которые остались за работой, я их высвободила и перенесла их с помощью правой спицы аккуратно на левую. У меня получилось перекрещивание 6 лицевых петель налево. Видите? И все 6 я связала лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Далее идет лицевая петля, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, снова накид и 2 лицевые. Кромочную вяжем изнаночной. Связали. Так, у нас с вами сейчас 8 ряд. Мы вяжем, как смотрят петли. Не забываем про платочную вязку. 9 ряд у нас с вами схема 1. Вяжем 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид и 2 вместе лицевой с наклоном, получается, влево, лицевая. Связали раппорт узора, 4 лицевые платочные вязки у нас идут по центру, и вяжем с вами по схеме номер 2 снова с 1 ряда узор. То есть у нас раппорт уже полностью был связан с 1 по 8 ряд, и теперь идет повтор узора с 1 ряда. Хотите, я покажу вам, да? Все равно будем вязать дальше. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, снова лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, по центру вяжем 8 лицевых, 6, 2, 3, 4, 5, 6. И далее у нас опять идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, кромочная, изнаночная. Так, ну и все четные ряды вяжем, как смотрят петли. Не забываем про платочную вязочку, да? Так, все, мои хорошие. Так, и вот смотрите, схема 1 у нас будет сейчас повторяться с 1 ряда. Свяжем сейчас с вами четный ряд изнаночный. И у схемы 1 тоже раппорт уже мы связали, 10 рядов будет связан. И повтор идет с 1 ряда. А здесь уже будет 3 ряд. То есть вот такая вот будет несостыковка в раппортах по узору. Но отнюдь это не будет портить картину нашу. Здесь легко, особенно вот этот вот схему 1, вот эти вот, очень они легко запоминаются, как вязать, нет никакой сложности, правда, вот здесь вот в схеме 1. Очень легенький такой узорчик. Так, продолжаем. Я сейчас планирую связать еще пару раппортов в высоту, чтобы сделать четкий, хороший расчет плотности образца. Делаем влажную тепловую обработку образца.
Горячим паром я обдаю наш образец и тяну его, девочки, в разные стороны. Вправо, влево, везде. Он у меня влажный и очень податливый. Так, растянули. Обращаю внимание на края. Края тоже надо отпаривать, потому что кромочные петли у нас будут участвовать в вязании. Ой, в расчете плотности. Так, все. Расправляем наш образец. И пусть он сохнет вот так у нас естественно. Больше ничего не нужно делать с ним. Наша задача сейчас, девочки, измерить ширину и высоту образца и сделать расчет. Очень простой. Смотрите, у меня ширина 20 сантиметров образца. Мы набирали 41 петлю. Так? И давайте 41 петлю поделим на 20 сантиметров. Получим 2, ну, в общем-то, циферка 2 целая. Да? Берем, записываем, что в 1 сантиметре у нас с вами умещается 2 петли. Так, теперь по вертикали измеряем высоту нашего образца. Сколько вы там связали? У меня вот это 15 сантиметров. И считаем ряды. Итак, девочки, я посчитала, у меня 35 рядов, 35 поделим на 15 сантиметров. Получаем плотность 2,3. Запишем также, что в 1 сантиметре по вертикали у нас 2,3 ряда. И теперь нам нужна вот эта выкройка, она вот у нас, да. Сейчас будем, значит, составлять с вами описание. Так, девочки, вот такая у нас будет выкройка с вами использоваться. Составлять будем описание на 5 размеров: 46, 48, 50, 52 и 54 размера. Так. И попетельно у меня получился такой расклад. Смотрите. Значит, на первый размер, там где 52 сантиметра, я умножала на нашу плотность. Помните, мы с вами вычисляли плотность? В 1 сантиметре 2 петли, да? И вот смотрите, у меня такой же получается расклад. То есть я наши 52 сантиметра, ну там, сейчас я объясню, умножить на 2, 52 умножить на 2, получим 104 петли. Но нам надо, чтобы было нечетное количество петель, поэтому 105. Я прибавила 1 петлю. Так, второй размерчик у нас с вами 50-52, ширина 56,5 сантиметров. 56 умножить на плотность 2, 112, надо 113 петель, тоже нечетное количество. И, значит, смотрите, следующий размер у нас 60 сантиметров. Это 54 размер. Умножаем на плотность 2, получаем 120 петель. И для того, чтобы нечетное количество, 121 петля. Так, теперь я хочу объяснить, как расположить узоры. У нас там, как вы помните, 2 было узора. Один 17 петель, другой 18. Причем вот этот первый по схеме 1, он у нас центральный. С него и начнем. Я схематично, девочки, рисую вам. Представьте, что это ваш наборный ряд. Да, вот петельки ваши на спице. Посередине я рисую вот этот раппорт 17 петель. Затем с двух сторон он окружен платочной вязкой 4 петли, как мы и вязали. Потом идет узор справа и слева по схеме 2 на 18 петлях. Затем опять идет 4 петли платочной вязки и снова 17 петель. И снова узор номер 1. Да? Вот такое расположение узоров. Кроме того, у нас с вами обязательно надо учитывать кромочные справа-слева. Давайте посчитаем, сколько это петель получилось. Итак, у нас с вами 3 раппорта по 17 петель. Умножаем 17 на 3. Получаем 51 петля. Далее у нас 2 раппорта по 18 петель, то есть плюс 36. Далее у нас с вами 4 раппорта по 4 петли, то есть плюс 16. И плюс 2 кромочные. Вот наши искомые 105 петель. Так,
105 петель. Это на наш 46-48 размер. Следующее, что мы будем с вами делать, прибавлять петли для размера 50-52. Я добавила 8 петель до 113 петель. Как 8 петель я добавила платочную вязку. 4 петли справа, 4 петли слева. У меня платочная вязка добавляется крайне правая. То есть мы вяжем кромочную, потом 4 петли платочной вязки, да? Вяжем все вот эти узоры подряд, как здесь нарисовано, и заканчиваем 4 петлями платочной вязки и кромочной. Так, это на наш второй размер. На 54 размер у нас с вами будет добавляться еще 8 петель. Я также добавила их в качестве платочной вязки. То есть здесь я добавила не 4 петли, а 8. 8 и 8. И получилось у нас 121 петля. То есть к 113 добавить 8 будет 121. Вот таким образом я распределила узоры на все размеры. Надеюсь, это понятно, да? Так, ну я, собственно, это самое главное считаю. Дальше рассуждаем. Смотрите, вот мы с вами после того, как свяжем планку, у нас планка будет платочной вязкой 4 ряда. Потом вот это количество петель у нас на стольких же петлях мы вяжем ажурными узорами. И на высоте 30 сантиметров переводим сразу 30 сантиметров в ряды. Смотрите, у нас плотность по вертикали была, помните, 2,3. В одном сантиметре 2,3 ряда. Поэтому я 30 рядов перевожу сразу, 30 сантиметров перевожу сразу в ряды. То есть 30 умножаю на 2,3. У меня получается 69 рядов. Ну, всегда пишется четное количество, то есть 70 рядов. Да? То есть вот через 70 рядов, девочки, у вас будет формироваться пройма. Глубина проймы у меня на первый размер 4, на следующие 2 по 5 сантиметров. Также я определяю петли, сколько петель будем закрывать у пройм. Последовательно они закрываются не сразу, а 3 этапами. Или 2, там как удобнее вам будет. Смотрите, значит, у меня получилось, я также на плотность 2 умножила по горизонтали, 4 на 2 это будет 8 петель, 5 на 2 это будет по 10 петель на следующие 2 размера. Так, с этим тоже мы определились сразу, да. У нас здесь еще будет скос плеча. Сейчас нам надо определить, сколько петель на вырез горловины и на плечо. У нас осталось после того, как мы закрыли пройму, да. Для этого мы смотрим, вот у меня 11 сантиметров вырез горловины. Это на первый маленький размер. Я умножила 11 на 2, это половинчатый размер, то есть 22 сантиметра. Умножила тоже на 2, 44 петли. Устно считаем, да? Но надо, чтобы было нечетное количество, поскольку у нас в наборе участвует нечетное количество. Поэтому я сделала 45 петель на первый размер и на следующие 2 размера по 47 петель. Так, и теперь мы методом вычитания высчитываем, сколько петель осталось на плечо. Давайте так и сделаем. Первый размер 105 петель у нас всего. Отнимаем сразу 16 петель проймы, то есть по 8 петель минус 16 проймы и минус 45 вырез горловины. Получается 44 петли на 2 плеча. Делим на 2 плеча, на каждое плечо 22 петли. Девочки, 22 петли. Аналогичным образом мы поступаем с другими нашими размерами. Также посчитайте, у меня описание будет под видео, так что вы все это прочитайте, чтобы не загромождать видео, я это так подробно не буду. Все будет в описании под видео. Так, я вам для примера показала, из чего что следует. Теперь давайте перейдем с вами к рукаву. По низу рукава у меня получилось также, смотрите, значит 45 петель на первый размер и 47 петель на 2 следующих размера. У меня то же самое, мерка стоит, видите, по низу 11 сантиметров, то есть это 22 сантиметра, вот здесь в обхвате, да, и получается 22 умножить на 2 плотность, получается 44 петли, а нам надо, чтобы было нечетное количество.
Располагаем узоры здесь следующим образом. Здесь у нас идет только схема 1 по центру и с двух сторон платочная вязка. Смотрите, как я это сделала. Представьте, что схематично это ваш наборный ряд. Здесь у нас с вами идет 17 петель по центру. И все, что осталось, платочком, мы делим симметрично. Не забываем про кромочное. И получаем 45 отнять 17. Получаем 28 петель. Делим на 2 симметрично. С каждого края по 14 петель. Из них одна кромочная, то есть платочной вязки у нас справа и слева будет по 13 петель. Так, да? Ну и соответственно для следующего размера, в следующих двух размеров по 14 петель платочной вязки будет. Так. После того, как мы с вами приступили, связали планку у рукава, а также 4 ряда платочной вязки, мы переходим вот к такому расположению петель, как я вам сейчас нарисовала, и начинаем с двух сторон одновременно формировать скос рукава. Здесь необходимо посчитать, сколько у нас в самой широкой части рукава петель. Вот у нас стоят мерки 17, 18 и 19 на разные размеры. Я также умножала эту мерочку на 2, то есть от половинчатый размер. Получилось 34 сантиметра. И далее 34 сантиметра умножила на нашу плотность по горизонтали 2. Получается у нас 68 петель, но надо, чтобы было нечетное количество, поэтому 69 петель. Аналогично я посчитала на другие размеры. У меня получилось 73 на второй размер и на 54 размер 77 петель. Так, и далее я вычитала, сколько петель всего прибавляется по скосу. У нас их 2. То есть я из большего количества 69 отнимала 45 по низу. Давайте я покажу это. 69 минус 45 получается 24 петли. Да? У нас 2 скоса делим на 2, получаем на каждый скос 12 петель приходится. Да? Так, и теперь мы эти 12 петель, вот я нарисовала уже, необходимо их равномерно распределить. Для этого воспользуемся опять вертикальной плотностью. Для этого смотрим, высота скоса 39 сантиметров. Переводим все эти сантиметры в ряды. То есть 39 умножаем на плотность по вертикали 2,3. Получается 90 рядов. То есть нам надо с вами 12 петель прибавить равномерно на высоту 90 рядов. Да? Мы 90 делим на 12. Получаем 7,5 ряда. Ну так считать невозможно вязать, да? Поэтому будем чередовать. Первую прибавку будем делать в 7 ряду, следующую в 8, в 7, 8. И так чередуем 12 раз. 12 петель прибавляем. И затем у нас будет сформироваться окат рукава по выкройке в натуральную величину. Я все это напишу под видео, выложу в описании, наша инструкция. Аналогично у меня получалось на следующий размер 13 петель прибавить по скосу и 15 петель на 54 размер. Здесь все легко получилось. Там, где 13, мы прибавляем четко в каждом 7 ряду, и там, где 15, в каждом 6 ряду. То есть я также делила 90 на разницу, то есть на 13. Да? Так, и потом на 15,90. С этим мы тоже все определились. Ну, собственно, я хотела еще заострить внимание. Не игнорируйте, девочки, перевод рядов в сантиметры. Наоборот, перевод сантиметров в ряды, поскольку наша вертикальная плотность заложена нашими расчетами не случайно. Она предохраняет наше изделие, вязаный трикотаж, вы знаете, очень сильно вытягивается после стирки. Да? То есть мы изначально уже потянули этот образец, да, произвели эту влажно-тепловую обработочку его и измерили, сколько же он будет в натуре после влажно-тепловой обработки смотреться, как он будет, да, как он вытянется, как он поведет себя в конкретной пряже с конкретными спицами, понимаете? То есть мы это все искусственно сделали, создали теоретически, да, рассчитали эту плотность. И далее в практическом применении она вас от этой ошибки убережет, что изделие вытянется очень сильно после стирки. Да? Я думаю, что если вы все сделаете правильно, расчеты по технологии вот этого вязания, то у вас получится вещь, которая вас долгие годы будет радовать.
Вот это я и хотела сказать. То есть каждый вертикальный размер обязательно переводить с учетом плотности в ряды. И вяжите, руководствуясь не сантиметрами, прикладывая каждый раз сантиметр, а именно ряды считайте. Ряды легко считать с помощью раппортов. Смотрите, вот у нас раппорт, например, 10 рядов, первый, да? То есть, например, вот мы вяжем с вами до проймы, у нас стоит мерочка 70 рядов, да? То есть это 7 целых раппортов. Раппортами удобно считать. Не там, что вы будете петельки считать, да? А именно переводите все в раппорты, да? Вот очень ли удобно 10 рядов в раппорте, значит 7 раппортов свяжете после планки и сразу будете пройму вязать. Ну, в общем, и тут также применяете. Здесь вот, где у нас будет вырез горловины, по спинке, по переду, также применяйте вот это счет в раппортах. Я надеюсь, что все было вам понятно и доступно. Что непонятно, смотрите под видео в описании. Обязательно для себя на свой рост откорректируйте все эти мерки, потому что рост у нас у всех разный, да? У кого-то высокий, у кого-то средний, у кого-то низкий, да? То есть, соответственно, длина изделия будет от этого зависеть. Слепо не доверяйте всем этим выкройкам. Я вам хочу сказать, что в данной выкройке заложена длина изделия на первый размер 54 сантиметра, на второй 55 и на третий 56 сантиметров. Вот. Если кому это коротко кажется, можете удлинить самостоятельно вот по этой мерке, где вот у нас идет до проймы, да. Ну, пройма здесь, ее, как говорится, высота довольно нормальная такая, 21 на первый, 22 на второй, 23 на 3 сантиметров, да, размер. Ну, в общем, вот здесь регулируйте от планки до проймы. Вот в этой мерочке. Или больше делайте 30, или меньше. Так, все, мои хорошие, желаю вам удачи и до новых встреч.